Итак, всем доброй ночи еще раз. Итак, друзья мои, со свечами ритуалы против врагов делали испокон веков. Есть различные направления, разновидности подобных ритуалов. Я говорила вам, что магия – это когда одна истина связана с другой истиной. Например, как мертвые не встанут, так порча моя не вернется. Далее, как солнце каждое утро встает, так и там это произойдет и так далее, да? Как звезд много, а луна одна, так и я буду там, когда куда-нибудь выходит женщина, так и я буду одна там в центре внимания и прочее. И с воском, со свечами очень много ритуалов, связанных чем-то схожих, именно имею в виду, что, например, как воск тает, так и порча уходит. Да? Даже от лишнего веса воск тает, и жир в моем теле тает и прочее. Но есть более простые варианты, есть более сложные варианты, есть более сильные варианты. Но в любом случае оно взаимосвязано. Во-первых, воск – это природный материал, это энергия Земли. Это получается из тысяч цветов. Мед, естественно, из сот, воск. Я надеюсь, что все знают чистый воск, откуда воспроизводится. Во-первых, огонь. Во-вторых, огонь. Огонь – это как связь между миром материальным и духовным. Воск – это энергия Земли, огонь – это космическая энергия. Потому что основное количество космических сил, космических тел состоит из огня. Вокруг планет огненные кольца иногда, звезды, да, Солнце, которое точно такая же звезда. И таких солнц в нашей галактике миллиарды, если не больше. Просто это ближайшая звезда, которая находится к нам. Поэтому для нас это Солнце. Мироздание, она в себе таит огромное количество тайн, и зачастую мы это не замечаем. В гонке за выживанием, постоянными проблемами, трудностями мы не видим вечного. Представьте, нас на эту землю отправляет, чтобы мы увидели этот мир. Не каждая душа удостоилась чести быть рожденным. А нам дают такую возможность видеть этот мир. И каждый, кто приходит в этот мир и рождается, человек или животное, каждому из них дали шанс прийти и увидеть этот прекрасный мир, эту галактику, мироздание, горы, моря, и уходить. Миллионы душ там мечтают попасть сюда и увидеть этот мир. Но не каждого сюда отправляют. Поэтому и говорят, тебе дали жизнь, не трать эту жизнь понапрасну. Смотрите, сколько миллионов людей эту жизнь абсолютно игнорируют, разбазаривают, прожигают абсолютно в никуда. А ведь не каждой душе дана жизнь. Как они живут эту жизнь, данную им? Так вот, магия, мудрость мироздания. И магия, она бескрайняя. Она не имеет
каких-то границ, магия разнообразная. Вот, например, ту линию магии, которую я представляю, да, какое направление магии, я бы сказала, это божественная магия. То есть это поклонение богам, силам, духам, но в основном это богам. Боги здесь играют главенствующую роль. Основные обращения к ним, и через их силы, через их эгрегоры мы просим о помощи. Потому что много различных направлений. Виканская магия, Вика, которая сейчас, конечно, новодел, на самом деле основан на более древних, тоже божественная магия, кстати. То же самое чернокнижие, которое тоже новодел с 90-х, но в любом случае содержит в себе элементы более древних заговоров, направление вуду, кавказская магия, северные традиции и так далее. Так вот, друзья мои, вот, пользуясь законами магии, одну истину связывать с другой истиной, хочу вам подарить сильный действенный ритуал. Но там, где я пишу «сильный», там нужно обдумать, стоит, не стоит. Нужно быть к этому готовыми. Этот ритуал совершенно, скажем так, простой по сравнению с другими, но не менее рабочий. Конечно, одолеть врагов таким ритуалом одним махом у вас не получится, потому что нужен комплекс всяких. Но вы знаете, иногда бывает, что, казалось бы, ритуал более такой простой, да, не такой уж сильный, не такой глубинный, но срабатывает так быстро, что удивляешься. А важно ли, чтобы все твои враги умерли и лежали в могиле? Если они физически тебе не угрожают, то враги тебя питают. Они отдают тебе свою жизненную энергию. Главное не то, чтобы они на тебя не гавкали. Главное то, чтобы то, что они гавкают, совершенно не воспринималось всерьез. Вот о чем речь. То есть они могут говорить что угодно, пытаться делать что угодно, мешать тебе. Важно, чтобы все, что они делают, не возымело никакого эффекта, не достигло своей цели. Вот что важно. И подобный ритуал вам поможет. Если вы чувствуете, что кто-то хочет вам помешать, кто-то хочет сделать вам гадость, кто-то пытается куда-то идти настучать на работе, кто-то что-то как-то хочет нагадить, насолить. Вот вы узнали или предчувствие у вас, или поняли по их поведению, или хотите заранее подстраховаться. Сумерки, то есть это должен быть вечер. Сумерки. Зажигайте 6 восковых свечей, любых, без разницы. Имею в виду, цвет не имеет особого значения, но желательно, конечно, обычный воск. Читайте 6 раз. Даете воску догореть, то есть свечам. Ну, хотя бы, по крайней мере, вот до этого места. На следующий день, если этот день уже поздно, на следующий день берете 6 монет, огарки свечей и на перекрестке все это оставляете, отворачиваетесь через левое плечо, кидаете, говорите «откупаюсь» и уходите. И через некоторое время все, что против вас хотели сделать, они не возымеют никакого эффекта. А очень может быть и повернуться против них. Такие ритуалы, они очень сильно зависят и от энергии человека, и от его правоты. Насколько он в этот момент вложил силу, веру.
уважение. Можно совершенно не верить в это, оно и так получится. Но дело не в этом. Дело в том, что должно быть уважение, доверие к силам. И чем сильнее это уважение, тем сильнее результат. Может, ваших врагов уволят с работы, которые вам мешают или пытаются что-то сделать. Может, их просто заткнут, там скажут, хватит, уже надоело. Может, с директором испортятся отношения кого-нибудь из этих стукачей и так далее. По-разному. У каждого человека может сработать по-разному. Но цель, естественно, будет достигнута. Именно та цель, да, для которого этот ритуал, собственно, на который и рассчитан. Итак, начнем. Как свечи горят, и воск тает от огня жгучего, так и враги мои отступают от заговора могучего. Свечи горят и склоняются, и враги мне покоряются. Свечи сгорят и упадут, так и враги вниз упадут. О боги, дайте мне львиное сердце, а моим врагам зайчьи ноги. Свечи тают и опадают, враги от меня убегают. Свечи сгорели, и воля врагов моих испепелилась. Их словам и делам пустое дно. Я повелитель, а они мои холопы. Заклинаю. Как свечи горят и воск тает от огня жгучего, так и враги мои отступают от заговора могучего. Свечи горят и склоняются, и враги мне покоряются. Свечи сгорят и упадут, так и враги вниз упадут. О боги, дайте мне львиное сердце, а моим врагам зайчьи ноги. Свечи тают и опадают, враги от меня убегают. Свечи сгорели, и воля врагов моих испепелилась. Их словам и делам пустое дно. Я повелитель, а они мои холопы. Заклинаю. Как свечи горят, и воск тает от огня жгучего, так и враги мои отступают от заговора могучего. Свечи горят и склоняются, и враги мне покоряются. Свечи сгорят и упадут, так и враги вниз упадут. О боги, дайте мне львиное сердце, а моим врагам зайчьи ноги. Свечи тают и опадают, враги от меня убегают. Свечи сгорели, и воля врагов моих испепелилась. Их словам и делам пустое дно. Я повелитель, а они мои холопы. Заклинаю. Я не буду 6 раз читать. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы понять и записать с моих слов. А как откупиться, я вам уже сказала. Опережайте их. Не давайте им спуску. Никогда не прощайте. Не мстите, знаете, малодушно. Не ходите по следу, не помните это годами. Нет, это тоже глупо. Посвящать жизнь кому-либо легче послать и забыть. Но никогда не прощайте. Если мы прощаем подлость, то мы становимся виновниками того, что человек и с другим совершит такую же подлость. Это все равно, как смолчать после насилия и дать насильнику возможность надругаться еще над кем-нибудь. Это одно и то же. Из-за молчания, из-за прощения мы поощряем на этой земле зло. Поэтому никогда не думайте, что если вы простили и смолчали, то вы поступили хорошо. Многие люди говорят, я всю жизнь прощаю, всю жизнь уступаю, забываю. Почему же у меня такая тяжелая жизнь? Потому что вы совершаете преступление против мироздания. Вы смолчали, вы простили, вы дали возможность злу распространиться. Поэтому у вас плохая жизнь. А если бы вы не смолчали, если бы вы ответили, если бы вы сказали, у подлого человека не было бы возможности дальше делать эти подлости.
А он знает, что все будут молчать и прощать. Когда вам говорят, научись прощать, скажите, а ты научись делать так, чтобы прощать не приходилось тебя. Всегда возвращайте удар. Никогда не молчите. Глупые люди будут отговаривать, советовать, игнорировать, не обращать внимания. Это глупцы, безвольные, бесхребетные. Либо те, кто вами пользуется, им неохота видеть, как вы себя защищаете. Поступайте так, как вы считаете правильным. Никогда не ждите со стороны одобрения. Это ваша жизнь. Вы так поступите, и все начнут так поступать. Все последуют вашему примеру. Будьте первыми. Не будьте ведомы, живите своей головой. И всегда возвращайте удар. Никогда не молчите. Потому что цель грязных людей не истину найти, а чтобы их грязь перевесила. Чтобы грязи о вас было настолько много, чтобы перевесило добрые слухи. Вот в чем их цель. Так вот, не давайте им эту возможность. Есть клевета, будет и ответ. Всегда закрывайте им дороги. Опережайте их. Будьте стратегами. Побеждайте их так, чтобы они завыли. Но делайте это правильно. Настолько правильно, чтобы на их фоне вы всегда выигрышно выглядели. Умно поступайте. Хитроумно, продуманно. И тогда вы будете побеждать всегда. Но к этому надо прийти. И никогда не позволяйте и не подставляйте левую щеку или правую. Вас по одной щеке ударили, а вы кирпичом между ног. В следующий раз за 100 километров вас будут обходить. Запомните это. Тот, кто говорил о том, что нужно подставлять щеку, наверняка сам так не поступал. Всем удачи!